Всем доброй ночи. А если уж, а если уж точнее, 3 часа ночи. Время, когда темные силы особенно активны. Они до 4 утра особенно активны. Поэтому они не спят, и я не сплю. Ну, вы уже поняли, что я работаю по ночам. Так что это для вас не новость. Друзья мои, дело в том, что люди, которые идут против ведьмы, они не понимают, почему у них никогда ничего не получается. Почему их старания никак не могут увенчаться успехом. Ответ прост. Сила, которому служит ведьма, вселенская сила, сила мироздания, а туда входят все силы. Все силы, которым она служит, которых почитает, которых знает. Это древо богов, это дьяволическое древо, это древо зла в том числе. Она не служит злой силе, она знает злую силу, точно так же уважительно относится, как и к любой силе мироздания. Ведь для того, чтобы наказать кого-либо, ведьме приходится обращаться либо к темным силам, но если здесь наказание должно быть очень строгим, очень жестоким, если человек заслужил, то уже к злым силам. По сути, ведьма служит всем силам мироздания. И она уважительно относится и к религиям, невзирая на то, что она понимает, что это искусственно созданные религии, искусственно созданные эгрегоры. Но в любом случае это эгрегоры, и она относится к этим всем силам с уважением, изучает их, понимает, где-то обращается не именно к религиям, а использует знания религии для себя. Я об этом тоже снимала видео, не помню сейчас, как называется. По-моему, как эгрегоры служат ведьме, что-то в этом роде, где я объясняла. Мне кажется, нет уже темы, где бы я не объясняла, что, как, каким образом. Откуда ведьма столько знает, откуда ведьме дано, какие есть ведьмы, как они подразделяются, какие категории. Далее, это природные ведьмы, прирожденные ведьмы, да, наученные ведьмы. Я об этом тоже говорила. Среднее звено ведьм, высшее звено ведьм, малое звено ведьм и так далее. Мне кажется, я уже настолько разъяснила, что человек, который изучает мой канал, смотрит мои видеоролики, видеолекции, уже для него не остается никаких тайн и загадок. Почему ведьме никто ничего делать не может? Дело в ее заговорах, да, отчасти да, она может просто начитать, и враги передерутся между собой, пересрутся, им уже будет не до нее. Что еще? Почему нельзя разозлить ведьму? Потому как силы, которые вокруг нее, они питаются той энергетикой, которая вокруг этого человека. Навести на ведьму порчу или что-нибудь такое смешно. Ритуалы есть отнять силу у ведьмы. Как можно отнять силу у ведьмы, которая идет из поколения в поколение? Оно дано мирозданием, никто его не отнимет никогда. Как можно отнять силу? Никак. Очень смешно звучит и очень наивно. Блокировать силу ведьмы, приостановить ведьму. Это невозможно. Знаете, растение питается углекислым газом.
точно так же ведьма. Она питается всем тем отрицательным, которые на нее насылают. И это не случайно, этот человек питается этой энергетикой. Сколько бы ни было вокруг нее скандалов, интриг и сплетен, грязи и прочее, прочее, оно только ее усиливает, подпитывает. Именно поэтому этот человек может фильтровать через себя, пропустить ваши бедствия, снять эти бедствия с вас. Понимаете? Потому что ее энергетическое поле и те духи, которые вокруг нее, они питаются этой отрицательной энергетикой. И отправляя отрицательную энергетику на этого человека, вы всего лишь усиливаете ее, и более никак. Итак, заговором или она спасается от врагов. Спасается, это, конечно, очень круто сказано. Отмахивается, как от надоедливых мух или шавок, которые лезут под ногами. Да, отчасти да. Но в основном надо ее очень довести, чтобы она что-нибудь прочитала на кого-нибудь. Потому как она очень занятый человек, ей некогда на самом деле. Но самое главное, что оберегает ведьму, это даже не защиты, которые она начитывает, это даже не ритуалы, не заговоры, которые она начитывает и может любого человека остановить, кто против него, начиная от властей, заканчивая криминальным миром, кем угодно. Никто не рискнет ее тронуть, потому как эти силы останавливают человека. Разумный человек вообще не полезет к ведьме, полезет только безмозглое существо и получит очень сильно за это. Но основная защита ведьмы – это ее верность силам. Если этот человек верен силам, если она верно работает, если она реально работает, если она действительно ей дано, и она помогает, спасает и так далее, то силы помогают этому человеку. И никто никогда ее не одолеет. Это невозможно. Вот если она перестанет служить силам, только тогда ее можно одолеть. Пока она живет по правилам магии, с ней что-либо делать невозможно. Поэтому единственный выход, то есть, извиняюсь, неправильно сказать, единственная причина, чтобы силы ее оставили и не берегли, это уход из магии. Это перестать заниматься своим делом. Знала таких ведьм, которые были весьма сильные, но увлеклись мирским, увлеклись мужчинами, спиртным, гулянками и умерли. Умерли в раннем возрасте. То есть в раннем как? Под 40 лет, 40 лет. Это такой судьбоносный возраст, когда силы уже понимают, окончательно ты здесь или еще нет. Так вот, ведьму одолеть невозможно до того момента, пока она верна силам. А она верна силам до конца своей жизни. Поэтому еще не было ни одной ведьмы, которую бы одолели. Сейчас скажут, а как же ж инквизиция? Вы думаете, что инквизиция сожгла хоть одного колдуна и хоть одну ведьму? Ошибаетесь. Сжигали красивых, неугодных, разумных, ученых, богатых, чьи деньги можно было загробастать, и все. И более никак. И так наполнили себе казну на крови абсолютно невинных людей, которые к колдовству не имели никакого отношения. Были физики, математики, сельские врачи, травники и прочее, прочее. И не более того. Итак, кроме всего прочего, мы не должны забывать о себе. Это очень важно, потому что через нашу кровь, через нас защищены наши родные и близкие. Я вам больше скажу. Ведьма, которая пыталась отказаться уйти от ремесла, ее наказывали. Наказывали родными, близкими, наказывали всякими бедствиями в семье, пока она не вернулась в ремесло. У любой ведьмы родные, близкие замечательно живут, и она живет в достатке. Как говорил товарищ Сталин, хорошего врача народ прокормит.
А я говорю, хорошую ведьму народ озолотит. Бля-бля-бля-бля-бля, мы такие, мы все великие, мы вот такое, Хосроева вообще кто такая, да мы, да вот мы, да когда весь мир нас знал, да мы такие профессионалы, мы все знаем, мы такие великие, знающие, мы вот это можем, мы знаем, сейчас разберем, сейчас скажем, сейчас облаем, это может каждая шавка. Но вы мне покажите хоть одну из них, которые со всего мира дарят такие дорогие подарки. Сейчас скажут, вот, подарками кичиться. А почему бы нет? Это и есть результат моего труда. Я, конечно, очень извиняюсь, но это все равно как, знаете, диетолог, который весит 200 килограмм, будет учить тебя, как худеть. Это как, я не знаю, неопрятная какая-то баба, которая учит, как нужно правильно краситься и красиво ходить по подиуму. Это в разорванном халате женщина, которая учит, как призывать богатство. Понимаете? По плодам их и узнаете их. Если человек ничего из себя не стоит, не представляет, то кроме гавканья ничего от этого человека не исходит. Человек должен сам стать примером востребованности. Народную любовь нужно заслуживать. Его как бы никак больше невозможно эту любовь требовать. Эту любовь заслуживают. И поэтому те люди, которые очень любят обсуждать меня, конечно, я понимаю, не все тайные миллионеры, но говорить можно что угодно. Я тоже могу сказать, что мне там Трамп должен $1 миллион. Сказать могу все, что хочу. А на деле факт налицо. Кто есть кто, а кто абсолютно никто. Так вот, ведьма не живет бедно. У ведьмы есть очень богатая коллекция атрибутов. У любой ведьмы. Различные. Есть сельские ведьмы, которые не такие. Вот не пользуются они такими. Это не для них. Они не хотят. Они другое. Но у них есть обязательно огромная коллекция. Части животных, монеты мертвецов, волосы мертвяков, различные травы, различные перья, различные камни и так далее, и так далее. Конечно, а как еще работать? Они так и работают. Они знают различные методы, о них уже говорят люди. Нет непризнанных гениев. Нет такого, что вот меня никто не знает, но я очень великая. Нет. Так вот, иногда нужно усиливать свою энергию. Потому что мы эту энергию отдаем, обнуляемся, устаем. Нам иногда не до себя, как сапожник без сапог, да, не до себя. И это неправильно. Нам все время нужно говорить, напоминать силам, что мы хотим от них и как мы хотим жить. Дать им задание. Так вот, я хочу ведьмам подарить требник. Я уже дарила требник. Есть у меня несколько требников, но это каждодневный требник ведьмы. То есть каждый день, днем хотя бы один раз прочитайте это. И ваше колдовство будет удачливым. Потому что это очень важно. Я хочу вам сказать, что с моим появлением, сколько бы ни гавкали всякие шавки, но с моим появлением стало очень много удачливых людей, простых людей, обычных людей. Простые я не имею в виду, что все одинаковые. Есть люди очень разумные, есть средний класс. Но простые люди, обычные люди. И стало очень много удачливых ведьм, которые с помощью моих работ смогли подняться, купить квартиры, машины, дома. То есть то, что они искали, то, как они хотели работать. Может, кому-то что-то досталось от бабушки, у кого-то была сила, но не хватало пока знаний и так далее. Я не говорю про этих магуйков и про тех баб, мечтающих 50 лет стать ведьмами резко, а про тех людей, которые чуть ли не с детства этим занимаются. Так вот, но даже эти люди получили колоссальный опыт и колоссальную помощь для себя, потому что уже с ключами, уже с зазывами духов и так далее. Мне приходилось уже переделывать, смотреть, по-своему делать, доделывать, добавлять. Нет. На все случаи жизни они получили работы. Работы такие, которые помогли им помочь любому человеку. Да даже мои простые работы, то есть работы для простых людей, которые
можно было дать человеку и работать с этим человеком, и оно бы получилось. Если обычный человек берет мою работу, читает, и у него получается, то как вы думаете, если ведьма, у которой есть сила определенная, неважно, какой категории ведьма, она может быть средней, она может быть высшей категории, у каждого своя сила. Но ведьма даже возьмет работу для обычного человека и проведет на своей личной силе для человека, и то получится. А уж тем более, сколько я подарила для практиков. И наказания, и помощи для себя, и для других, и помочь в этом, и в финансовом плане людям, и так далее, и так далее. Понимаете? Так что мое рождение в этом мире весьма, скажем так, полезная вещь была. Хотя я родилась я в такой ночь бури. Маму мою отвезли, думали, что она умрет. Я очень тяжело рождалась. Видимо, знала, что меня ждет в этом мире. Не хотела появляться на свет. И была ужасающая буря. Я родилась 29-й лунный день. Это лунную ночь, извиняюсь. День, ночь так называется. Это 9-й день Луны, 29-й день Луны. Это ночи Гекаты. И была жуткая буря. И у нас в Грузии деревья, как мне рассказывали, просто с корнями вырывало до такой степени. Крыши домов сносило. Нашу крышу не тронула. Соседскую, моя бабушка там рядом жила. У нее вот эта алча, деревья алчи, они просто с корнями были сняты с земли. Вот до такой степени была жуткая буря. И я вот в эту бурю родилась. Ведьмина ночь. Знаете, я жила в семье ведьм. Для меня это не новость. Я видела, как заговаривают детей, как начитывают там. Я знала, что у нас племянники есть уже, взрослые люди, которые лечили. И у нас был родственник, мужик, да, Вазген, я рассказывала. Он кремнием лечил кожаные заболевания и так далее. Я рассказывала о своей семье. Как-нибудь еще расскажу. И как бы вам сказать, кстати, да, хорошая идея. Надо запомнить и рассказать еще раз для людей, не знающих, может быть, мою автобиографию. И для меня совершенно было не удивительно и не поразительно, что все это, понимаете, вся эта атмосфера. А то люди там прочитают какую-нибудь книгу, что-нибудь узнают и идут всех учить, идут умничать. Ой, а вы знаете, вот карты так смотрят, а ведьмы вот так говорят, а ведьма вот так не делает, а вот так должна жить. Откуда вы можете знать жизнь ведьм? Вот это то, что я сейчас подарю ведьмам. Пусть это будет вашей мантрой. Читать и напоминать силам каждый раз, это усиливает, это дает вам энергию. Это постоянно держит в таком тонусе ваших помощников, по-другому их называют малые крепостные, кто не знает, откройте, посмотрите, для того, чтобы они все время вам помогали. Итак, ведьмин требник каждодневный. Читать можно 1 раз, 6 раз, 13 раз. Но я обычно 1 раз читаю, потому как у меня времени нет на больше. Иногда забываю, но сколько помните, читайте. Это не принципиально, чтобы каждый день, но желательно. Чем чаще вы будете это делать, вы понимаете, какую силу имеет слово. Особенно колдовское слово, особенно слово сильного человека, который вам дарит. И сильного человека, который это принимает и для себя читает. Итак. Я, Инга, верно служу силам мироздания, наполняю эгрегор богов, возрождаю веру в древние культы, уважение мое и почитание мое ко всем силам мироздания. Боги, силы и духи, благословите мое ремесло. Отправьте ко мне тех, кому нужно спасение. Дарите им помощь через меня и свое благословение. Каждый, кто пришел ко мне с добром и дарами, пусть живет в изобилии. Пусть удача навеки с ним останется, и еще его внукам достанется. Пчелы на мед слетаются, а к ведьмам люди
идут и собираются. Дары к ведьме стекаются. Слава о ней гремит, и вселенная к ведьме благоволит. Из-за верности богам род людской ее благословит. И имя ее в веках останется. За благой труд, за добро к народу, за помощь человеческому роду. Я достойна жить богато и славно, получать монеты и дары исправно. Да будет услышан мой требник, и принята мольба, да будет по слову моему. Врагам моим позор и поражение, злым языкам вечное молчание. Делам их дно, что ими сделано, в пустоту ушло. Недругов моих в бездну унесло. Им погибель и могила, мне богатство и великая сила. Да будет ведьма, идущая по верному пути, жить в богатстве и славе, с полными сундуками, с дорогими дарами. Славно век свой прожить мне и в памяти людской остаться. Слово в дело обращайся, что просила, все сбывайся. Заклято во 100-кратно. Я думаю, 1 раз достаточно. Кто работает с людьми, кто фанат своего ремесла, кто истинная сила, истинная ведьма, тем желаю удачи. Мне иногда говорят, те, которые вас облаивают, вы их видимыми не считаете, потому что они против вас. Нет. Потому что ведьма ведьму не облаивает. Та, которая истинная ведьма, она меня увидит и поймет, кто я есть. И она будет благодарна Вселенной, что я встретилась на ее пути, что я дала такие знания ей, что помогла ей лучше колдовать, жить 100 раз богаче, чем она жила, оберегать себя от врагов и не бояться будущего. Я подарила практикам такие знания, которые им помогли познать самих себя, понять, почему у них происходило именно так, что сделать в такой ситуации, чего ожидать, что будет. Я считаю, что я такое подарила им, что если это настоящая практика, она будет мне век благодарна. А если это какое-то колхозное чмо, возомнившее себя непонятно кем, 2 слов не умеющее связать, с 7 классами образования, с вороньим гнездом на башке, накрашенной как на трассу, и такие будут меня облаивать и считать, что я должна признать их силу. Какую силу? Силу сварливой девки с подворотни, может быть, но никак не ведьмы. У ведьмы нет времени лаять на всех. У нее свое дело, своя работа. У нее есть знания, труд. Она человек образованный, всесторонне развитый, иначе она не сможет понять, как помочь, что делать. Понимаете? А вот эти вот бабки колхозные, естественно, они к ведьмам никакого отношения не имеют. И все, что я дарю, это не для них. Слишком много чести, чтобы силы им что-либо через меня дарили. Они как были там, так и останутся. А ведьмам я желаю удачи, терпения и верности силам. Если вы думаете, что силы не видят, не наблюдают, вы очень ошибаетесь. Они живее нас всех вместе взятых. Не расслабляйтесь. Не расслабляйтесь никогда и никогда не начинайте с самолюбования. Всегда критикуйте себя, всегда старайтесь делать больше, узнавать больше, потому что человек, который решил, что он уже все знает в ремесле, все, он умер, он остановился. Дальше развития не будет. Всем удачи!